Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Вот и наступил тот долгожданный момент, когда у растений дынь стоит неповторимый, нежный аромат спелой дыни. 11 августа 2021 года одновременно созрели дыни двух гибридов – Раймонд и Примал. Раймонд созрел в теплице, а Примал в бывшем парнике, который мы сделали в апреле под дугами. Сеяли семена этих дынь 19 апреля при растущей луне в знаке Рак, а Рак покровительствует дыням. Есть еще у нас один гибрид для открытого грунта, называется Карьера, но он еще растет и плоды зеленые, и сеяли мы его в мае на рассаду, зная, что будет прохладный июнь, поэтому рассада была поздняя. О дынях в открытом грунте мы еще расскажем отдельно. А сейчас поведаю вам о посеве семян этих медовых, ароматных, вкусных дынь. Просто мы еще таких даже и не ели. Однажды было такое дело. Высевала семена в торфяные таблетки. Получается очень быстро, удобно и легко и видно, как быстро всходят эти растения. То есть сами семена проклевываются, и в этой торфяной таблеточке очень удобно работать. Затем я пересадила их в маленькие горшочки объемом 350 мл. Но время было такое, что холодно было, выносили в теплицу, заносили в дом. Ну, а затем я провела перевалку рассады, уже большие горшочки объемом 1 литр, потому что уже время такое было, что надо высаживать, а еще холодно. Ну, а несколько растений я даже перевалку сделала в объем 3 литра. Ну, вот такие у меня растения получились. Пришлось перевалку проводить, и вот все время было холодно, и был прохладный май даже для теплицы. Посадку дынь провожу по особой технологии, когда же в мае прогрелась почва хорошо. В ямку, где будут расти дыни, я засыпала пол-литровую баночку смешанных органических удобрений из ветеринарной аптеки или магазина для животных. Уже многие знают мой секрет и тоже используют это удобрение. Так эти удобрения у нас мясо, костная мука, рыбная мука и кормовые дрожжи. Все, что нужно для этих растений, вот все есть в этой муке и в дрожжах. Смешиваю по одной упаковке весом 1 килограмм все 3 компонента. Хорошо перемешиваю все эти 3 компонента и засыпаю в ямку, где буду высаживать дыню. Перемешиваю с грунтом тщательно все это. Ну и в теплице еще добавила в ямку пол-литровую баночку органического удобрения курник. И теперь понимаю, что курник уже был лишним. Жировали мои дыни, а в парнике дыни хорошо росли под мукой и дрожжами. Ну и здесь хорошо они развивались. В конце июня, когда уже ушли дожди и установилась жаркая погода, мы сняли агроволокно из парника. С этого момента 2 растения дынь уже росли под открытым грунтом. Это у нас здесь был Примал F1 и еще один сорт Карьера. 2 растения по одному. Когда я подбирала семена дынь, я помнила истории последних лет о том, что в июле-августе плоды обычных сортовых дынь просто запекались и портились. И вот этот весь наш труд на смарку шел. Нужно было закрывать тряпками, какими-то бумагами для того, чтобы сохранить в целости, сохранности наши дыни. Поэтому выбрала вот эти гибриды с мощными плетями, большими листьями, которые в знойную жару защищали плоды от солнечных ожогов. Ко всему, эти гибриды еще и засухоустойчивые, способны выдерживать критическую жару. Однако растения выдерживают жару, но при температуре выше плюс 32 градуса опыление цветков дынь замедляется,
и практически плодики желтеют, их рост приостанавливается, и все. Больше у нас не получилось дынь. Но в момент перехода из нормальных условий июня в жаркий июль температура в теплице поднималась и выше плюс 40, поэтому у нас сохранились и росли июньские плоды. Их мы поместили в сеточки и подвязали, иначе бы они оборвались от плети из-за своего большого веса. А вес у них великолепный. Вот посмотрите, как мы их взвешивали. Просто нужно посмотреть и увидеть эту красоту. Ну что, взвесим? Давай, дыня, ложи. Это самая первая, которая у нас в теплице. Тут у нас уже на кухне такой аромат стоит. Итак, 3 килограмма 807 граммов. Вот такая дыня, 3,807. А это у нас с открытого парника. Вот что у нас здесь. 3 килограмма 318 граммов. Замечательная дыня. Ну, еще одна, первые 3 обязательно. Третья дыня за сегодняшний день, урожайный день. Так, тут 3 килограмма, вот она красавица, 3 килограмма 429 граммов. Ну, замечательные дыни. Думаю, что стоит такие дыни выращивать дальше. Всегда при покупке семян изучаю одну из важных характеристик сорта или гибрида. Это устойчивость к заболеваниям. Потому что именно вот эта проблема грибковых заболеваний, она уничтожает весь труд, который мы начинаем еще с ранней весны, потом заканчиваем в мае месяце, в июне, и затем вот, июль-август начинаются проблемы. Поэтому вот этому вопросу во всех овощных растениях особое внимание уделяю при выборе семян. Вот, например, Раймонд F1. Эта дыня устойчива к фузариозу, к мучнистой росе, к пероноспорозу. А дыня Примал F1 имеет высокую устойчивость к ложной мучнистой росе, к сухой гнили, это тоже сейчас очень актуально, и к фузариозу. Дыня Карьера F1 также хорошо проходит испытания погодой и заболеваниями. Устойчивость к грибковым заболеваниям у нее высокая. Вот мы позже еще расскажем и покажем. Я снимаю пока, наблюдаю за этими дынями, они пока выдерживают даже уже первые туманы. Еще очень важная вещь – это сладость. Этот фактор также важен при выборе дынь. У этих дынь содержание сахара в плодах от 11 до 13%. Просто наслаждаешься этим медовым ароматным вкусом. Вот это то, ради чего и выращиваешь дыню. И тем более в этих дынь, это ананасный тип, аромат необыкновенный. Ну что ж, подведем первые итоги выращивания дынь в теплице и в парнике. Уже есть результаты первые, поэтому в теплице и в парнике первые дыни созрели одновременно. Значит, в последующие годы можно в теплице не занимать место под дыни. Раннюю рассаду будем высаживать в парники. Мы довольны, что приобрели профессиональные семена дынь Раймонд, Примал для выращивания в открытом и закрытом грунте. Собраны большие экземпляры дынь. На растении продолжают формироваться еще маленькие плоды. Посмотрим, к какой концу сезона еще будет урожай. Будем наблюдать. И еще несколько слов о поливах и подкормках, потому что вот весь рассказ будет неполный. Мы рассказали, как мы высаживали, какие семена. И это очень важно, поливы и подкормки. Под корень, понятно, мы долгоиграющие удобрения, это мясокостная мука, рыбная мука и кормовые дрожжи положили. Ну и еще органическое удобрение курник. Поливали только в благоприятные дни теплой водой 1 раз в неделю. Когда был июнь прохладный и дожди, то там, конечно, полив был вообще 1 раз в 10 дней. Было достаточно влаги и прохлада. А когда уже началась жара, раз в неделю капитальный основательный полив под корень. Также проводили внекорневые подкормки органическими жидкими удобрениями ООО «Минералис Украина».
такое предприятие у нас есть, которое вырабатывает препараты, вот эти удобрения, это наноудобрения без различных хелатов. Это особая технология, это органические жидкие удобрения. Ну и защищали биофунгицидами, триходермином и гаупсином. Триходермин – это трихофит, и гаупсин – это все равно от спор грибковых заболеваний. Для профилактики мы проводили эти обработки. А также использовали в начальной стадии биоинсектициды Скарада-М. Почему? Потому что было очень много тли, а тля тоже уничтожает растения дынь, несмотря на то, что они устойчивы против различных заболеваний. Так что против вредителей единственный вот этот способ нужно защищать, проводить опрыскивание биоинсектицидами. И особое внимание было уделено внекорневой подкормке кальцием. Вот хочу еще раз сделать вот этот акцент. В этом году, уже 2021, почти сезон завершается, была проблема у многих, не формировались плоды, когда начались сначала холодно, затем жара. И вот этот момент очень важен запомнить и на будущее себе где-то записать. Нужны подкормки кальцием. Я провела 2 подкормочки кальцием и опрыскивала растения раствором 10 литров воды плюс 15 мл жидкого удобрения кальций. Можно использовать всем доступную кальциевую селитру. На 10 литров всего 15 граммов. Это немного, и это не отразится на качестве плодов. Это только поможет включить все физиологические процессы, которые были приостановлены после холода в жару. Это поможет растениям. Причем я и на овощах, и на садовых растениях заметила вот такую тенденцию. Нужен кальций. Кальций просто разбуживает и толкает растения к тому, чтобы все эти процессы двигались, физиология начала работать, и все процессы по формированию плодов, по росту растений, все это начинается после того, когда растения получают кальций. Естественно, внекорневая подкормка очень быстро по листьям дает результат. А последнее опрыскивание проводили магнием, тоже микроминералис, магний, там всего-навсего 15 граммов на 10 литров воды. Это для того, чтобы в плодах образовался сахар. Вот откуда берется сахар? Если просто бросить семена в землю и не ухаживать, и не подкармливать, и не поливать, даже золотые семена, из них не вырастут вот такие прекрасные плоды дынь. И не только дынь, но и других овощных растений. Так что вот мы поделились тем опытом, что мы делаем. Это уже опыт многих лет, мы перепробовали много разных вариантов. Сейчас вместе с технологией выбираем самые лучшие благоприятные дни для посева, для посадки рассады, а также для проведения всех агроприемов для получения высокого урожая, хорошего, прекрасного урожая вот этих замечательных сладких медовых дынь. Раиса Горяченко, Александр Волик поделились своим опытом, своим результатом, первым результатом выращивания дынь в теплице и в парнике, который потом превратился просто в открытый грунт. Всего вам самого доброго, до новых встреч на нашем канале в новых видео.